Глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков не разделил оптимизма бывшего президента СССР Михаила Горбачева относительно новой «разрядки» в российско-американских отношениях. Об этом 13 апреля сенатор сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Горбачев заявил, что встреча лидеров России и США позволит начать по-новому выстраивать двусторонние отношения. Также он вспомнил свои встречи с американским президентом Рональдом Рейганом, добавив, что у стран имеется соответствующий опыт. В ответ на заявление бывшего президента СССР Пушков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Горбачев отличаются друг от друга, и если переговоры Горбачева и Рейгана строились на основе односторонних уступок и геополитического отступления, то сегодня для формирования новых отношений нет фундамента, о чем свидетельствует политика и предыдущего, и нынешнего американских лидеров. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми, враждебность со стороны США очевидна, санкции отменены не будут, как и после предыдущих встреч президентов Путина и Дональда Трампа, написал сенатор. По его словам, встреча Путина и Байдена важна для судеб мира и, возможно, она предотвратит движение к прямому конфликту или избавит от ощущения растущей напряженности. Ранее 13 апреля по инициативе американской стороны прошел телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В беседе лидеры двух стран обсудили российско-американские отношения и ряд важных вопросов международной повестки, в частности о взаимодействии в обеспечении стратегической стабильности и контроле над вооружениями, ситуации в Афганистане, иранской ядерной программе и глобальном изменении климата. Во время переговоров Байден подтвердил свою приверженность построению стабильных и предсказуемых отношений с РФ в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне для обсуждения комплекса вопросов, которые стоят перед Вашингтоном и Москвой. Напряженность в отношениях между Россией и США возникла после публикации доклада американской разведки от 16 марта о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США в 2020 году. После этого Байден заявил, что Россия должна заплатить за это. В ответ Путин предложил американскому лидеру провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, добавив, что такой формат будет интересен не только народам США и России, но и многим в мире. В Вашингтоне эту идею не поддержали. Состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов и подчеркнули необходимость продолжения диалога в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает пресс-служба президента США. Байдена отметил, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и выразил озабоченность по поводу концентрации российских войск в регионе. Он также призвал Россию снизить напряженность в регионе. Якщо Російська Федерація піде в війну проти України, то це стане початком широкомасштабного конфлікту, який може перерасти у Третю світову війну. У такому раз Украина будет захищать свой земель. Про це в ЕФР телеканалу «Настоящее время» заявив глава української делегації в тристоронньо-контактній групі ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук. Я хочу сказати, що Росія розуміла і Кремль розумів, що це не парад, якщо вони наважаться, прийдуть в стан неосудності підуть в війну проти України, це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерасти у Третю світову війну. Це не буде легкий рух, який вони ведуть в Криму, це буде бій, на захист Україною свого земель, заявив Вен. Политика такова, что вы через некоторое время предлагаете встретиться с человеком, которого называете убийцей, сказал он. Президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и предложил встретиться с ним в одной из третьих стран. Владельцу Кремля эта встреча нужна и для того, чтобы снизить растущую напряженность между двумя странами и Украиной. Но это никогда не будет мирным митингом, об этом заявил политолог Эльхан Шахиноглу. Шахиноглу заявил, что диаметрально противоположные интересы США и России не должны решаться встречи лидеров, просто каждой стороне нужно сделать шаг назад, потому что маленькая искра может втянуть регион в страшную войну. Инициатива диалога между Вашингтоном и Москвой – не новая модель.
Даже в самые тяжелые годы Холодной войны лидеры США и Советского Союза встречались, чтобы найти выход из сложной ситуации. Именно этот диалог каждый раз снижал вероятность войны между двумя ядерными державами. Судя по всему, он еще нужен. Однако также ясно, что Вашингтон, когда-то свергнувший СССР, на этот раз поставил перед аналитическими центрами аналогичную задачу, как устранить агрессию России. Выполнение этой задачи не только в интересах Америки. США и НАТО отправляют войска к границам европейской части России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские войска перебрасываются в Европу из североамериканской континентальной части Атлантики. По его словам, основные силы сосредоточены в Черноморском и Балтийском регионах. При этом Шойгу отметил, что проверки российские вооруженные силы показывают, что войска готовы обеспечить безопасность страны. По его словам, неожиданная проверка боевой готовности была объявлена в связи с угрозой для России военными действиями НАТО. Мы не рады видеть турецкие беспилотники, летающие над Донбассом. У нас нормальные многоплановые отношения с Турцией. Но это непросто, сказал замглава МИД России Сергей Рябков. Все вопросы обсуждаются на встречах. Экспорт турецкой продукции в другие страны – серьезная проблема. Они покупают у нас какие-то вещи, продают часть своей продукции, и есть определенные процедуры, включая экспортный контроль. Все они обсуждаются. Мы также оцениваем их через двусторонние каналы связи и продолжим делать это. Нас не радуют новости о появлении турецких БПЛА на Донбассе, сказал Рябков.